There comes another one. There comes another one. Whoa! Jesus. Медоед. Самое бесстрашное, агрессивное и уникальное животное на планете. Чтобы стать таким, он преодолевает множество испытаний. Этого барсука назвали так за его любовь к меду. Африканские медоносные пчелы кусают очень больно. Они месяцами трудились, чтобы набрать нектара, и они будут защищать его. Пчелы больно жалят медоеда, но он не отступает. Весь покусанный, но довольный, медоед проходит первое испытание – закалка от укуса пчел. Медоеды живут в Африке и в Азии и едят практически все. Это скальная крыса. Она маленькая и входит в меню многих хищников. Поэтому она научилась некоторым хитростям. Она прячется в колючем кустарнике, куда немногие сунутся. Но в этот раз ее заметил медоед. Колючки терновника впиваются в кожу медоеда. Ему больно, но его болевой порог выше, чем у многих животных. Грызуну не повезло, что именно медоед сегодня охотился за ним. Медоед прошел второе испытание. Стерпел боль от уколов терновником. Пришло время к более серьезным испытаниям. Медоеду нужно научиться выдерживать ядовитые укусы. И скорпион в этом деле идеально подходит. Его яд не такой сильный, как, например, у кобры. Каждый удар скорпиона обжигает медоеда, будто раскаленный нож. Он все терпит, а в конце закусывает своим тренером. Еще одно испытание пройдено. Настало время для самого серьезного испытания – битвы с ядовитой африканской гадюкой. Победа! Медоед начинает есть змею с головы. Но кое-что произошло. Гадюка все же укусила медоеда, и его рана распухла и болит. Он теряет сознание. Кажется, что месть гадюки свершилась. Но проходит 2 часа, медоед приходит в сознание и принимается доедать змею. Кажется, мы стали забывать, кто такой медоед. Этот маленький африканский зверек по праву считается самым бесстрашным животным на планете. Ему не важно, кто против него. Клан гиен, которые пришли на водопой и мешают ему пить, он даст им бой. Леопард? Да плевать, он никому не позволит его беспокоить. Даже если это будет царь зверей, медоеда не сильно будет это волновать.
Здесь каким-то невероятным образом питон схватил нашего героя и стал душить. Естественно, у змеи ничего не вышло. Медоед выбрался и через мгновение принялся мстить. Надоедливые шакалы пытались отнять его добычу, и пришлось отбиваться еще и от них. Но ничто не могло медоеду сбить его с цели. Он упорно тащил змею в кусты, чтобы уже там разделаться с нею. Очень хорошо передан характер медоеда в фильме 1989 года «Наверное, боги сошли с ума 2». Он опасен. Такой маленький, Если что схватит, то уже не отпустит. симпатичный. Что с ним делать? Не знаю, бросьте подальше. Он вернется. Развяжите мой ботинок. Зачем? Им я наступил на него. И? Отдам, пусть ему мстит. Еще не устал. То есть, если кто его потревожит, медоед этого не простит и будет мстить. Видимо, каким-то образом слон доставил неприятности медоеду, и тот нападает. Во сколько слон больше медоеда? Раз в 100? Но это не останавливает маленького зверька. В моменте слон как будто наступает на него, и тот отключается. Но мы знаем, насколько живучи медоеды. Они даже после укусов ядовитой змеи приходят в себя через какое-то время. Так и здесь, немного отлежавшись, африканский барсук поднимается и движется в сторону слона. Видно, что ему еще плохо. И тут начинается такой замес. Слон топчет и пинает его, но тот упрямо идет в атаку. После эпичного пинка медоед опять отключается, и, к сожалению, видео на этом заканчивается. Очень надеюсь, что с ним все хорошо, и когда он придет в себя, слона не будет рядом, иначе наш герой снова пойдет в атаку. Бегемот – огромное травоядное животное. Его масса может достигать 4 тонн. Большую часть времени он проводит в воде, выбираясь на сушу лишь для того, чтобы поесть. С виду кажется, что это миролюбивое животное, но это не так. Бегемот очень вспыльчив, его настроение переменчивое, и он не любит, когда кто-то заходит на его территорию. 3 льва по неосторожности зашли на его территорию. И это привело бегемота в бешенство. От него могут пострадать также и крокодилы. И даже акулам не следует заплывать на его территорию. Носорог, еще один гигант Африки, выглядит слегка беспомощно, если бегемот в ярости на него нападает.
Многие считают бегемота самым опасным животным в Африке, поэтому не стоит близко приближаться к нему на сафари. Очень большая вероятность, что он атакует. Бегемоты умеют плавать, но если им нужно развить большую скорость, то они просто бегут по дну. Но и у такого агрессивного животного есть чувство сострадания. Он часто спасает других животных из лап крокодилов и не только. Африканский слон – самое большое наземное животное. Его высота может достигать 4 метров, а вес – 10-12 тонн. Это миролюбивое животное, но лучше его не злить. Обитает он в Африке, и поэтому его пути могут пересечься с еще одним гигантом – носорогом. Самый крупный, белый носорог, может весить 3 и более тонн. Он более агрессивен и прет как танк. Так как же проходит столкновение двух гигантов в дикой природе? Слон демонстрирует трюки, на которые он способен. Но носорог не оценил. Слон обиделся и выбросил палку. Битва не состоялась. Здесь семья носорогов столкнулась со стадом слонов. Родители пойдут на все, чтобы защитить своего детеныша. Их решимость отпугнула слонов. В этот раз в аналогичной ситуации слон показал носорогу, кто тут босс. This is National Geographic. Oh my god. Baby. Whoa. This is my territory. Еще одно видео, демонстрирующее преимущество слона. Сильно ударив носорога, он чуть не сбивает его с ног. Носорог наносит ответный удар, едва не воткнув свой рог в шею слона. Битва продолжается. Но носорог убегает. Это тот случай, когда размер имеет значение. Африка. Континент, на котором живет огромное количество различных сухопутных животных.
Здесь много травоядных животных, а значит, много и хищников. Один из самых опасных хищников – это крокодил. Мастер охоты из засады. На камеру попадались битвы крокодила со множеством местных гигантов. Здесь же обитает самое большое сухопутное животное на планете – африканский слон, который достигает высоту 5 метров и веса 7 тонн. И иногда пути крокодила и слона пересекаются. В этом видео я покажу вам несколько случаев битвы крокодила со слоном. Посетители национального парка Ливонде в Малави, Восточная Африка, были в ужасе, когда молодой слон подвергся нападению крокодила, за хобот которого вцепился зверь. К счастью, один из старших слонов сумел отпугнуть крокодила и помочь охваченному паникой подростку. Слон переходил реку Луангва, как вдруг его атаковал крокодил. Сначала мы его не видим, но потом замечаем, что хищник вцепился за хвост слона. А этому крокодилу не повезло. Мать-слониха просто затоптала его, так как чувствовала в нем угрозу для своего слоненка. Она была в ярости и сделала из хищника отбивную. Взрослый слон ничего не боится, у него просто нет естественных врагов. Даже носороги ему не страшны. Акула. При этом слове наши сердца наполняются страхом. Внешний вид их пугает. Огромная пасть с сотнями зубов может проглотить многих. Большая белая акула – кошмарный сон обитателей Мирового океана. Это огромная хищная рыба, которая охотится на дельфинов, ластоногих и даже небольших китов. Однако даже у этой зубастой бестии есть враги. В их числе касатки, другие виды акул и даже гребнистые крокодилы. Крокодил. Совершенный хищник. Его атаки точны и смертоносны. Все его боятся и уважают. Разве что бегемоты могут быть проблемой. Крокодилы – полуводные хищные рептилии, зародившиеся еще в конце Триасового периода. За свои 200 миллионов лет эволюции попробовали множество ниш, в том числе и нишу полностью морского хищника. Сегодня тоже есть крокодилы, способные жить в морской воде. Это гребнистый крокодил. Он является крупнейшим представителем своего класса. Длина рептилий может достигать 7 метров, а вес до 2 тонн.
Крокодилы также обладают одними из самых мощных челюстей, и защищены они толстой кожей. Крокодилы гораздо агрессивнее акул. Акулы вообще очень осторожные. Они трижды подумают, прежде чем нападать. Хищники знают цену травме, которую могут получить, если опрометчиво атакуют слишком агрессивное животное. А вот про крокодилов такое не скажешь. Чем крупнее крокодил, тем больше его добыча. И можно не сомневаться, что в тех редких случаях, когда акула встречалась с крокодилом, инициатором схватки была рептилия. В основном в пасть крокодилам попадает молодняк акул. Но даже при равных размерах гораздо больше шансов на победу у крокодила. Прочную шкуру крокодила прокусить довольно сложно, а вот рептилии не составит труда откусить громадный кусок от тела акулы. Национальный парк Йеллоустон. Из всего многообразия видов животных, которые здесь обитают, особо выделяются бизоны. Огромные и мощные быки, покрытые густой шерстью. Их вес может превышать тонну. Бизон питается растительностью, и ест он много, до 30 килограммов в день. С приходом зимы настают трудные времена. Морозы его не пугают. Благодаря своей густой шерсти он может выдержать морозы до 30 градусов. Но из-за снега бизону становится сложнее добираться до своей пищи. Он расчищает снег, пытаясь добраться до лакомых кусочков. Снега становится слишком много. Стаду бизонов приходится покидать эти места в поисках менее заснеженных мест. С приходом лета жизнь налаживается. Молодые телята резвятся на полях. К концу лета у самцов начинается гон. Они раздражены, и у них просыпается дух соперничества. В это время у бизонов часто происходят бои друг с другом, и зрелище это впечатляющее. Две горы мышц с весом в тонну сталкиваются лбами. Пыль стоит столбом, а земля вздрагивает от топота их копыт. В такие моменты лучше держаться от них подальше. Побеждает сильнейший. Когда-то на землях Северной Америки обитали миллионы бизонов, но в конце 19 века
Правительство США, чтобы подчинить себе племена индейцев, стало уничтожать бизонов тысячами. Бизоны – главный источник питания индейцев, а их шкуры служили им в качестве одежды и как строительный материал для их жилищ. Убивая бизонов, американцы пытались ослабить индейцев. Перед вами фото 1870 года. Эта гигантская гора состоит только лишь из черепов бизонов. Медведь. Хозяин леса. Это самый крупный наземный хищник на нашей планете. Обычно он не агрессивен и питается вегетарианской пищей, но проснувшись после долгой зимней спячки, его характер меняется. Он очень голоден и агрессивен в такие моменты. У него появляются повадки хищника, и он может атаковать других зверей. Волки. Они гораздо меньше медведя, но это стайные животные, и их сила в единстве. Работая как команда, они добиваются невероятных успехов в охоте. Обычно волки и медведи мирно сосуществуют. Конфликт может произойти только из-за пищи. Медведь по праву хозяина отнимает тушу двух волков. И те покорно соглашаются с этим. Но если волков будет больше, то исход встречи может быть другим. Медведь находит тушу оленя. За один раз он может съесть до 40 килограммов мяса. Но на его пиршество претендуют и другие хищники. Стая волков в количестве 10 особей уже разработала план атаки. Один отвлекает, а другие пытаются стащить добычу. Но этот медведь, видимо, знает, что за сила таится в волчьей стае. Он вырывает огромный кусок и предпочитает убежать. А вот обратная ситуация. Волки убили лося. Но когда позже пришли к нему, то обнаружили голодного медведя. Он ни в какую не хотел отдавать добычу. Волки в количестве около 15 особей окружили его. Но в итоге ушли ни с чем. В этот раз медведь победил. С приходом весны жизнь расцветает. Голодные звери выходят на охоту. У этой росомахи маленький детеныш, о котором нужно заботиться и защищать.
Недалеко стая волков патрулирует местность в поисках пищи. Они выходят к месту засады росомахи. Мать будет защищать детеныша ценой собственной жизни. Волк гораздо больше росомахи, но при первой стычке он понял, что перед ней непростой соперник. Он решил отступить. Росомаха – северный брат медоеда. Они оба относятся к семейству куньих, а это значит, что она не знает страха. Даже 5 собак, каждая из которых была больше, чем росомаха, побоялись ее атаковать. Ее бесстрашие сбивает с толку. Голодная росомаха может напасть на жертву раз в 10 больше ее по размеру. Она очень вынослива и может атаковать до тех пор, пока жертва обессиленно не свалится к ее ногам. В бамбуковом лесу под мягкой листвой спрятано гнездо шершней. Из этих коконов появляются настоящие воины. Гигантские азиатские шершни. Они очень сильны и невероятно выносливы. Взвод из около 30 шершней отправился на штурм пчелиного улья, состоящего из нескольких десятков тысяч пчел. Шершню нужно 2 секунды, чтобы убить пчелу. Сделав это, он выкидывает ее из улья и атакует следующую. На каждого шершня приходится 1000 пчел. Но эти пчелы завезены из Европы, и у них нет механизма борьбы с азиатскими шершнями. В этой жестокой битве пчелы обречены. Трупы защитников устилают землю. Все это нападение было ради личинок пчел, скрытых в глубине улья. Это богатый источник энергии для шершня. Здесь гигантский шершень вновь атаковал улей. Но это не европейские пчелы, а азиатские. И в процессе эволюции, живя по соседству с такими грозными воинами, они выработали механизм защиты.
Как только шершень убивает первую жертву, пчелы получают сигнал и все разом нападают. Они окутывают шершня. Температура внутри такого шара повышается, и шершень просто умирает от перегрева. Дело в том, что он не может выдержать температуру выше 46 градусов по Цельсию. Европейским пчелам есть чему научиться. Скорпион – это боевая машина, готовая сокрушить многих. У него крепкая хитиновая броня, защищающая его от атак. Мощные клешни и ядовитые жало на конце хвоста – его главное оружие. Маленькие волоски на его теле – это сенсоры, способные обнаружить малейшие колебания. На ногах имеются органы, чувствительные к вибрациям почвы. Как только насекомое недалеко от него начинает движение, Скорпион узнает об этом. Скорпионы не тратят свой яд впустую. Они пускают в ход свое ядовитое жало только против врагов, представляющих для них угрозу. Например, против своих братьев-пауков. Скорпион не рискует и сразу пускает в дело свое жало. Хочу вам показать уникальную битву Скорпиона с летучей мышью. Это произошло в пустыне Негев в Израиле. Летучая мышь вышла на охоту. Обычно она охотится на лету, но в это время добычи мало, и ей приходится искать себе жертв на земле. Скорпион тоже охотится. Он уже знает, что поблизости огромный враг, но летучая мышь пока его не замечает. Завязывается неравный бой. Скорпион наносит удар прямо в лоб. Это доставляет летучей мыши сильную боль, и она свирепеет и с удвоенной яростью бросается в атаку. Скорпион утолил ее голод, но этого мало, и летучая мышь снова отправляется искать новые жертвы. Пустыня Сонора, располагающаяся в Мексике и на юго-западе США, суровое место с песчано-каменистой почвой. Здесь растет множество кактусов-гигантов сагуаро. Обитает здесь и удивительная рогатая ящерица. Эта самка отложила яйца и теперь стоит на их защите. Для этой змеи яйца ящерицы настоящий деликатес. Я не ожидала такого отпора и решила отступить. Яйца пока в
в безопасности. Появляется другой хищник – хлыстоватая змея. Яйца ее не интересуют, она ест ящериц. Однако у этой ящерицы есть интересные защитные механизмы. Она немного раздувается, стараясь выглядеть больше, а затем падает на спину, притворившись мертвой. Змея растеряна. Она не привыкла есть падаль и поэтому уходит. А хитрая ящерица вновь встает на стражу. Но это еще не все. Рогатая ящерица имеет способ защиты от таких крупных хищников, как, например, койоты. Если ни один из ее способов защиты не помогает, она применяет свой коронный удар. Из-за высокого давления капилляры в глазу ящерицы лопаются и выстреливают струей крови прямо в рот хищника. Помимо того, что это противно, в крови ящерицы есть рецепторы, которые сильно не нравятся псовым и кошачьим, таким как рысь или койот. Хищник убегает и еще минут 15 будет сплевывать попавшую в рот кровь ящерицы. В джунглях Южной Америки полно всяких хищников. Именно на этой территории раскинулась легендарная река Амазонка. Но даже при всем многообразии монстров, обитающих здесь, царем зверей является ягуар. Это огромный зверь с самыми мощными челюстями среди всех кошачьих. По размерам он уступает только тигру и льву. Но здесь они не водятся, поэтому он здесь король. Ягуар отлично плавает и даже может нырять, проводя под водой до 30 секунд. Благодаря своим водным навыкам этот хищник может охотиться на другого монстра этих мест – каймана. Кайманы – древние высшие хищники, которые в процессе эволюции практически никак не изменились. 2 метра ярости и злости. Он наводит страху практически на всех обитателей этих мест. Их толстая кожа защищена панцирем из костных пластин. Его боятся и остерегаются все, но только не ягуары. Осторожно подкрадываясь к ничего не подозревающей рептилии, ягуар совершает атаку. Эти кадры были сняты в бразильском Пантанале и стали настоящей сенсацией в интернете. Но что удивляет еще больше, так это то, что ягуары способны атаковать кайманов на их территории, в воде. Своими мощными челюстями ягуар хватает каймана за его слабое место, верхнюю часть черепа, и рептилия теперь никак не сможет выбраться. А этот ягуар продемонстрировал еще более эпичную атаку. Он набросился на каймана прямо с обрыва